Здравствуйте. Давайте начнем с теории. Основным инструментом для обработки камня является алмаз, а именно алмазные диски, чашки и черепашки. Это алмазные чашки, ими шлифуют. Их огромное множество, но это три основных вида. Это режущий диск, его название говорит само за себя, им режут. Белыми точками я обозначил алмазы. Конечно же, это не настоящие, а синтетические алмазы. Как видно на этой чашке, они мелкие и их мало. На этой чашке алмазов гораздо больше и они крупнее. А на этой алмазов больше и они явно крупнее, чем на предыдущих. Итак, первая чашка используется для деликатной шлифовки, особенно когда камень хрупкий. Вторая чашка шлифует довольно грубо, но использовать ее на очень плотных камнях не совсем целесообразно. Третья – это терминатор среди чашек, она очень агрессивно работает по камню. Для тех, кто работал с наждачной бумагой, я бы оценил зернистость так. Первая – это порядка 100 грит, вторая – 60 грит, третья – 20 грит. Если такая зернистость есть, я встречал самый максимум 30 грит. Так, вроде бы разобрались. Остались еще загадочные черепашки, но о них позже. От прошлых поделок у меня остался камень. Интересен он тем, что он очень плотный и имеет потрясающий цвет. Цвет видно, конечно, после обработки камня или же если его намочить. Еще один момент, когда я колол этот экземпляр, он имел характерный, я бы сказал, металлический звон. Так что если кто-нибудь узнает в этом камне его название, пожалуйста, напишите. Итак, хватит болтовни, от слов к делу. У меня есть две заготовки. Одна это ступа, вторая это толокушка. Более правильное название это пест. Сначала нужно вывести плоскости с двух сторон. Первоначально выравниваю на глаз, убирая крупные дефекты. Затем переношу рабочий стол в тень и выравниваю по уровню. Возвращаю камень на стол и вешаю лазерный уровень. Мне очень хотелось сделать плоскости идеально параллельными. Для этого выставляю лазер и продолжаю съем камня по лазеру. Здесь хорошо виден принцип, как это происходит. Я как будто продвигаю линию по камню. И не стоит забывать о безопасности легких, да и о безопасности вообще всего. Одна сторона закончена. Таким же образом обрабатывается противоположная сторона. Теперь камень желательно помыть, чтобы качественно нанести разметку. Начертил две окружности нужного диаметра. Внешняя окружность – это внешний край ступы, внутренняя – это чаша ступы. Теперь максимально близко к внешнему краю надо срезать все лишнее. Пером по кафелю в центре нужно просверлить отверстие глубиной сантиметр-полтора. Так как камень очень плотный, следует постоянно охлаждать перо в воде. Диаметр отверстия индивидуален. На скорую руку сделал небольшое приспособление для выведения окружности на камне. Бруском с болгаркой можно легко менять диаметр окружности, а на платформе можно легко вращать заготовку. Отверстие в камне одевается на этот штырь, который проходит через две плоскости, тем самым имеет хорошую жесткость. Брусок жестко фиксируется двумя уголками на саморез к столу. Роль оси бруска выполняет саморез. Это крайне простая и эффективная конструкция. Итак, одеваю камень на ось, придвигаю алмазную чашку и фиксирую саморезами. Запускаю болгарку и плавными движениями без излишнего давления прогоняю окружность, понемногу снимая камень. По мере съема продвигаю болгарку ближе и ближе к камню. В итоге получается окружность. Кстати, аналогичным методом я делал сферическую заготовку для этого земного шара. Так что этот способ довольно действенный и простой. Итак, окружность сделана. Супергладкость тут не нужна, так как будет огранка. Теперь делаю чашу. Диск погружаю в центре. Фиксирующая диск шайба служит как ограничитель. И на этой глубине продвигаюсь к краю внутренней окружности. Так по всем направлениям. Теперь зубилом выкалываю все сегменты. Снова болгарка. Аккуратными движениями формирую чашу, затем меняю на диск с меньшим зерном. Из своего опыта скажу, как бы сложной ни казалась работа с камнем, работать с ним гораздо проще, чем с деревом.
как бы абсурдно это ни звучало. Дело в том, что здесь очень сложно ошибиться. Он так медленно обрабатывается, что случайно накосячить очень-очень сложно. Огранка – это одна из самых простых операций. Абсолютно хаотично делаются грани. Можно сделать много мелких граней, можно много средних, и все это будет уникально и волшебно. Но я вижу эту ступу с крупными гранями. Так она смотрится гораздо эффектнее. Со ступой пока все. Приступаем к песту. В принципе, работа ничем не отличается от ступы, поэтому особо не хочется тратить на него время. Лучше давайте продолжим основную смысловую нагрузку. Итак, черепашки. Черепашки – это тоже своего рода алмазные чашки. Они уже имеют зернистость в грит. Работать ими надо с водой, иначе они начинают подгорать. Но я, честно говоря, боюсь держать мокрую киловаттную болгарку в руках. Вообще, до 300 грит они и насухо отлично работают, а больше и не надо. Точки на гранях для того, чтобы не работать дважды по одному месту. Теперь нужно от 30 до 300 грит пройтись по всей поверхности ступы, выравнивая и шлифуя все дефекты. Вот такой вид ступа приобретает в процессе шлифовки. Финишная прямая. Конечно, можно и отполировать до блеска, но обратите внимание, в природе камень матовый, а вся его красота раскрывается, когда он намокает. Поэтому в моем случае я зашлифовал все изъяны. Камень стал гладкий. А чтобы раскрыть всю его прелесть, надо покрыть воском, прогреть и располировать. Таким образом он будет бархатистым и матовым. На мой взгляд, это гораздо круче глянцевой полировки, хотя на вкус и цвет. Воск проникает в поры камня и уже не вымывается и не стирается. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийности.